Всем привет! Сегодня мы расскажем про инициативу, которая запретит чиновникам использовать иномарки. А вы подумайте и напишите в комментариях, реально ли это будет воплотить. Смогут ли депутаты кататься на отечественном автопроме? Пишите в комментариях. Также прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. После ухода иностранных марок из нашей страны и прекращения поставок деталей, с обслуживанием многих иномарок возникли большие проблемы. Больше всего эта беда коснулась владельцев премиальных марок и моделей, запчасти на которые можно ждать по полгода, а купить здесь и сейчас просто нереально. Чиновники не особо смотрят в сторону отечественного автопрома, ведь лучше ехать на работу в Госдуму на новеньком Mercedes-Benz или BMW, а не на Ладе, ведь статус не позволяет. Но в последнее время все чаще слышны разговоры о том, чтобы запретить нашим чиновникам пользоваться иномарками. На то есть пара причин. Чиновники больше всего кричат про дух патриотизма и поддержку нашей страны в нынешних условиях. Но почему чиновники продолжают разъезжать на немецких автомобилях? Если уж и заявляют о патриотизме, то пусть покажут всем простым людям на своем примере. Обслуживать иномарки становится все сложнее, многих деталей в наличии просто нет. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ это зайти на autospot.ru, ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Некоторые депутаты выступают за запрет использования чиновниками и сенаторами автомобиля иностранного производства. Вот что они заявляют. Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим, на том и ездим. Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое. Если чиновники пересядут на автомобили отечественного производства, они на своей шкуре почувствуют все прелести нашего автопрома. А все это может только положительно сказаться на качестве выпускаемой продукции в будущем. Если чиновник с утра не сможет запустить свой автомобиль и опоздает на заседание несколько раз, то автомобили у нас в стране для простого народа начнут делать как для себя. Подобную идею высказал и глава Минфина Антон Силуанов после тестирования на Петербургском экономическом форуме удлиненной Лады Весты NG, которая получила название Аура. А как думаете вы, стоит ли чиновников и депутатов пересаживать на наши автомобили и поможет ли это сделать их лучше? Пишите в комментариях ваше мнение. Ну и обещанная мною шутка юмора. Третий день идет дождь. У моей девушки депрессия, все время смотрит в окно. Если дождь не прекратится, придется впустить ее в дом. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик.